many things have unfolded because of these underlying trends. И вот эти тренды обнаружили и вскрыли массу очень плохих вещей. First, the U.S. economy stopped investing adequately in key sectors. И ситуация стала усугубляться. Прежде всего, правительство США перестало проводить инвестиции в ключевые сектора. Second, the inequality became very wide. Во-вторых, это равенство в уровнях доходов стало, неравенство в уровнях доходов стало просто вопиющим. Third, the budget deficit became very large and chronic. Третье, бюджетный дефицит стал разрастаться до невозможности. And I believe that because of this, the U.S. entered into a financial crisis because of the overborrowing of the households and the government. Я полагаю, что это причина финансового кризиса, в который ввергнули себя Соединенные Штаты. Это очень высокий уровень заимствований и доли заемного капитала в средствах компании. This is a graph of the saving rate of the United States as a share of its income. You can see that the trend is not a happy one. We stopped saving in the U.S. economy, only borrowing. Вы видите вот график, который показывает соотношение между заимствованиями, то есть между сбережениями и заимствованиями. Да, то есть раньше люди у нас делали сбережения, там, депозиты и так далее, а сейчас они перестали делать сбережения и стали все осуществлять заимствования. This is a graph of the level of the government debt to the national income, and you can see how it's now rising very sharply after 2006. Вы видите, как после 2006 года возрастает коэффициент, это уровень государственного долга к национальному доходу. So, what should be done? Что же делать? The old question. Это такой старый вопрос. Always the same question, only the different answers. Всегда возникает один и тот же старый вопрос, только ответы на него разные. I believe that the biggest problem is that the U.S. has a very dynamic market economy, but the government has stopped doing the things that it needs to do in the economy. Я считаю, что проблема Америки еще в том, что у нее очень быстро динамично развивающаяся рыночная экономика, а государство перестало принимать те меры, которые необходимы для стимулирования и развития такой экономики. The government needs to collect enough taxes to be able to support education, infrastructure, science and development, and help for the poor. И, конечно же, правительство должно изыскать финансовые средства, которые должно вкладывать в инфраструктуру, образование, в неокр, в различные инновации и, конечно же, в помощь самым бедным и незащищенным своим населением. But neither political party right now is willing to tell this conclusion. Both political parties are in favor of low taxes, and therefore neither of them presents a solution for the budget deficit and for the overborrowing and for the underinvestment. Но ни одна из политических партий не берется решить эти вопросы, потому что обе партии твердят, нам нужны низкие налоги, нам нужны низкие налоги. Никто не хочет думать о том, что нужно производить инвестиции в вышеупомянутые сектора и снизить долговое плечо, то есть долю заимствований в структуре собственного капитала. The Democratic Party wants, which is President Obama's, wants to increase government spending, which I agree with, but does not want to increase taxes except for a very small amount. Например, демократическая партия, собственно, Обама, и я согласен с тем, что они говорят, они хотят увеличить уровень расходований и капиталовложений правительства, но, в общем-то, не хотят снижать налоги. And that's why President Obama's budget has the biggest deficits that we've ever had as a share of our national income.
доли от национального дохода государственный бюджет сейчас при президенте Обаме такой большой, какого еще никогда мы в Америке не встречали. The Republican Party wants to cut taxes even more and cut government spending even more than that, which I think would be a huge mistake because we already spend too little for education, for infrastructure, for health, for research and science. Республиканская партия вообще хочет, чтобы и налоги были снижены, и бюджетные расходования, и ассигнования были снижены. И это очень большая ошибка, потому что и так не идет никаких инвестиций, капиталовложений в инновации, в НИОКР, в образование, в систему здравоохранения. So my conclusion is that the most likely outcome is that we continue to have very big budget deficits. We continue to underinvest in key areas of the economy, and we continue to be rather unhappy with the economic results. И вот я так считаю, что у нас будет продолжать расти или продолжаться такой серьезный бюджетный дефицит, продолжаться будет эта тенденция, когда не будут этих инвестиций в достаточном объеме в эти перечисленные важные экономические сектора. И как результат, конечно же, все мы будем очень недовольны экономической ситуацией в своей стране. I will end by telling you what I would do, but nobody necessarily cares what I would do. I'll just tell you what my own recommendation would be. Я сейчас хочу закончить тем, что хочу сказать вам, что бы я сделал. Если бы меня кто-то об этом спросил, но, к сожалению, вряд ли мне дадут все это провести в нашей стране, но я просто определюсь своими идеями. First, I would like our government to spend more money than it's spending right now. Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы наше правительство повысило уровень ассигнований и капиталовложений в разные сектора гораздо больше, чем оно это делает сейчас. So that it could make investments in certain key areas where the private sector will not make these investments. С тем, чтобы эти правительственные инвестиции все-таки пошли в те сектора, в те области, куда не идут инвестиции из частного сектора. I would like the government to help poor households to ensure that the children in those households get a good education. Мне бы хотелось, чтобы правительство США осуществило поддержку бедным семьям с тем, чтобы они все-таки могли дать образование своим детям. I would like the government to provide more funding for higher education. Мне бы хотелось, чтобы правительство все-таки предоставляло больший уровень финансирования в систему высшей школы. I would like the government to provide more funding for job training. Мне бы хотелось, чтобы правительство выделяло больше ассигнований на повышение квалификации сотрудников. I would like the government to provide more investment for the roads, the power, the water, and the sanitation, because we've gone now 30 years with too low a level of investment in those sectors. Мне бы очень хотелось, чтобы правительство значительно повысило уровень ассигнований, чтобы развить инфраструктуру, сектор компаний в сфере коммунальных услуг, ассигнования в улучшении системы дорожного хозяйства, в энергоносители, вообще в сектор энергетики, электричества. And I would like for the government to spend more on research and development, especially for the energy sector, where we all need to make a transformation to a low-carbon economy in the future. И мне бы, конечно же, хотелось, чтобы правительство больше ассигновало, больше инвестиций направляло в сферу исследований и разработок, в сферу НИОКР, в сферу энергетики и в сферу энергетики, связанной с низким потреблением углерода. Now, how to pay for this? Как же за все это платить, так сказать? Of course, I would recommend higher taxation. Я бы порекомендовал повысить налогообложение. That's just one good reason why I will never be president. Вот одна из причин, по которым никогда